Всем любителям электротранспорта доброго времени суток. С вами, как всегда, Андрей, Евгений и канал Электроскутеры Skyboard. Как вы видите, настроение у нас уже новогоднее, а Новый год — это самое прекрасное время для подведения итогов, для заделов планов на будущее, чем мы сегодня с вами и займемся. Да-да, именно с вами, потому что именно благодаря вам существует этот замечательный канал, существуем мы и многое другое, о чем мы вам сейчас расскажем поподробнее. Погнали! Трудно назвать этот год легким, потому что вы сами прекрасно знаете, что происходит в мире, что началось в Китае, и именно в этот момент мы начали свою работу. Конечно, пандемия подкосила нас очень сильно. Когда все началось в Китае, правительство тотально закрыло вообще абсолютно все. Были закрыты все заводы, были закрыты все магазины, кроме самых необходимых, и поэтому мы просто ночами втихушку приезжали на заводы, мы договаривались с партнерами, где-то собирали, где-то даже сами помогали собирать эти электроскутеры. Это было как раз таки начало февраля этого года, и это было настолько опасно не в плане пандемии, а в плане того, что за это была реальная уголовная ответственность. Но мы не могли просто так все оставить, и мы должны были работать. И даже в это время, в это сложное время было принято очень смелое, можно сказать, безумное решение. Многие клиенты, многие дилеры всегда говорили о том, что цена на электротранспорт довольно-таки высокая, и многие клиенты хотели более низкую цену за данный товар. Но мы с вами прекрасно понимаем, мы же образованные люди, что чем дешевле товар, соответственно, тем дешевле комплектующие. На самом деле возникали сомнения наверняка у всех по поводу каких-то крупных начинаний. И в это непростое время наш руководитель Андрей, кстати, Андрей, привет, принимая действительно рискованное, я бы даже сказал, бесшабашное решение, но, как впоследствии оказалось, очень правильное решение. Мы решили в этот сезон завести дорогой, качественный и действительно эксклюзивный товар в Россию. И сейчас он уже у вас на прилавках. Сейчас он уже, возможно, под вашими елками. Вот, кстати, наша китайская елка. И сейчас он радует вас своим качеством. И далее было принято еще одно, можно сказать, судьбоносное решение. Это открытие нашего YouTube-канала, который вы сейчас смотрите, для обратной связи с вами, для того, чтобы мы видели ваши комментарии, для того, чтобы мы видели ваши пожелания. Вы не можете поспорить с тем, что мы отвечаем на комментарии и стараемся во всем улучшать нашу продукцию благодаря именно вашим советам. Поэтому сейчас мы здесь именно благодаря вам. Спасибо. Вы только представьте себе, менее чем за год на наш канал с нуля подписалось порядка 1000 человек. Сотни тысяч просмотров. Сотни тысяч просмотров говорят нам о том, что все больше и больше людей узнают об этом новом, современном, экологичном и экономичном виде транспорта. В этом году был разыгран электроскутер от компании Skyboard стоимостью 100 тысяч рублей. И представляете, это только начало. Дальше больше. Розыгрышей будет очень много. В следующем году мы разыграем минимум 10 электроскутеров от компании Skyboard. Пока за моей спиной трудятся китайцы, мы подготовили для вас некоторые интересные цифры. Вы только представьте себе, 1374 человека стало счастливыми обладателями наших электроскутеров. Мы получили 56 писем и звонков благодарности, что нереально греет наши души. Спасибо вам. 83 запроса на дилерство. Эти люди хотят развиваться вместе с нами и делать этот мир лучше, чище и современнее. Далее. Было 18 обращений в сервисные центры от наших клиентов, и 12 из них они смогли устранить сами на месте благодаря оперативной работе и обратной связи. Также непосредственно на меня и Евгения было 15 жалоб от наших заводов, потому что наши проверки были слишком жестокие и слишком требовательные. А 2 завода из этого вообще отказались работать с нами, потому что они не хотели выполнять наши высокие требования. Ну а что же произошло с нами непосредственно во время съемок? Первое. У нас сгорела одна рукоятка газа. У нас было одно дорожно-транспортное происшествие. Мы уничтожили 1 дрон. Мы сожгли 3 мотор-колеса. Мы 9 раз сменили кожу, полностью обгорев и облазив. Сотни раз мы меняли батарейки.
Миллионы километров нервов мы потратили на разговоры с китайцами, чтобы они меньше косячили. И целая куча мелких поломок и неприятностей, начиная от случайно нашими же руками разбитых зеркал, заканчивая разбитыми держателями для телефона и так далее и тому подобное. Вот у тебя одна батарейка. Сколько раз в неделю ты ее заряжаешь? Не знаю, 3 или 4. 3-4. Брось, это несерьезно. Это какой-то жалкий детский лепет. Вот я заряжаю батарейку примерно 1 раз в неделю. Да ладно. Да представь себе, мы сделали сетикука, в которой 3 батарейки. То есть я откатываю одну батарейку, она садится, я включаю вторую батарейку, она садится, я включаю третью батарейку, а первую ставлю на зарядку. Понятно. Ты думаешь, мы тут просто видосики снимаем? Нет, дело не в этом. Мы постоянно что-то дорабатываем, мы постоянно проверяем каждую партию перед отправкой в Россию. Вот ты такой, значит, поехал ты, например, на дальняк, да? И у тебя, допустим, сорвало резьбу на переднем колесе. Как тебе такое? Я не хочу, чтобы мне сорвало резьбу. Нет, правильно. У меня очень большие планы. Да, это неприятное зрелище. Именно поэтому мы снимаем наши видео. Вы пишете комментарии, просите о чем-то доработать, вы просите на что-то переделать. Мы читаем комментарии, мы переделываем, снимаем видео. Это как... Круговорот. Да, круговорот. Вот именно поэтому мы всем этим и занимаемся здесь. И я думаю, что сейчас мы выпьем и поедем на съемки. Оливку будешь? Спасибо. Но знаете, мы приобрели гораздо больше, дорогие друзья. Мы приобрели вас, мы приобрели ваше доверие, и за это вам я не устану говорить спасибо. В 2021 году вас ждет очень много крутых розыгрышей и подарков. В том числе мы разыграем около 10 электроскутеров от компании Skyboard. 6 новых и обновленных моделей будут радовать вас своими качествами, о которых никто даже не подозревает. Ну ладно, дам вам маленький намек. Батарейки все будут на 72 вольта, а это еще больше мощности и драйва. В 2021 году мы будем сотрудничать с такими странами, как Бразилия, Германия, Испания, Италия и даже, внимание, Сейшельские острова. Ну и, естественно, еще больше классных видео и новых рубрик на нашем канале электроскутеры Skyboard. Для нас, да и в принципе наверняка для вас, Новый год — это время чудес и подарков. И мы также хотим сделать небольшой подарок и поздравить нашего замечательного партнера. Партнера, который нам как и помогал, так и не очень. Но тем не менее, Люси, с Новым годом тебя, наш китайский партнер. И время поздравлений. Сейчас мы переместимся в Москву. Ребята, привет! Меня зовут Андрей, я являюсь руководителем компании Skyboard. От лица компании хочу поблагодарить всех наших клиентов. Реально, ребят, спасибо за то, что вы стали обладателями этих классных электроскутеров Skyboard в этом уходящем 2020 году. А также наших надежных партнеров, верных дилеров, нашу сумасшедшую команду. Ребят, респект! Вы супер! Огромное спасибо за то, что вы были с нами в этот тяжелый и трудный год. За то, что критиковали нас, стебались, издевались, хейтили. Ребята, спасибо, что вы с нами. Крепкого здоровья вам и вашей семье в новом году. Обнимашки. Погнали, 2021 год на электроскутерах Skyboard! Ну и, конечно же, мы хотим присоединиться к поздравлениям с новым 2021 годом, дорогие друзья. Пусть в этом году удача везде сопутствует вам. Не болейте, берегите себя, берегите своих родных, близких, добивайтесь ваших целей. И, конечно же, мы желаем вам только самого-самого лучшего. С любовью, электроскутеры Skyboard. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт и приобретайте электроскутеры. На таможне, на производстве, у них фабрики отдыхать, у них продлили отпуск. Фабрики выходят только 12 февраля. Короче, там пипец. Или я так же. Или просто поблагодарить, или не надо. Может, пойдем пивка попьем? Все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Так. Да нехорошо. После всех наших испытаний мы, как всегда, можем сделать выводы. Это новая модель, предсерийная. После всех наших испытаний, как всегда, мы можем сделать кое-какие выводы и посоветовать вам, стоит ли брать такая... Давай соберись, закончим уже и поедем. После всех наших... Ого, сколотина какая-то сороконожка. После всех наших покатушек мы уже можем сделать кое-какие выводы. Я его сейчас убью.
что мы вот здесь. Мы приехали отсюда, нам еще примерно полпути. Короче, мы заблудились. Это вот я это заснял. Вот это называется зеркало, чувак. Это называется зеркало. Вот это. И в него надо смотреть. Оранжевая тревога, а именно аномальная жара. Я тебе про это же говорил. Давайте посмотрим, как это работает. Что? Да. Мы снимаем, сори. Давайте посмотрим, что я говорил. И все. Больше нам этот ключ не нужен, возвращаем его на место. Кстати, хотелось бы сказать о гостях нашего канала, которые... Надо потом подборку сделаем, да? Мы выехали в поле, где нет людей. Мы ехали сюда очень долго. Мы ехали через горный серпантин, мы ехали через горы, мы ехали через поля и через реки, чтобы приехать сюда, где нету людей. И мы нашли просто одного китайца, который нам мешает. Касается пробития и касания нашего крыла. А что, вообще другого места нету? Вот прям, вот посмотри туда поснимай, вот и туда поснимай. Вот. Сработало. У нас что-то вышло из чата. У нас, короче, перегрелся телефон. Телефон написал, что перегрев устройства. Вертолет у нас заглючил, потому что из-за жары тоже. Ручка газа что-то не работает. Батарейка умерла. Или мотор. Она у нас прикреплена. Мы, как и со всеми остальными байками, просто должны... Кто спер голову, блин, на 14? Не. Да. Да я ее туда положил. А это вырежем. У нас задний мост разблокировался. Кстати, это модель BR80, и обзор на нее выйдет совсем скоро. И мы уже подробнее расскажем обо всех вот этих вот моментах. А сейчас просто пока... Сегодня мы абсолютно не обращаем внимания на внешний вид, потому что, во-первых, на вкус и цвет товарища нет, а во-вторых, скейтборд лучше.